Сегодня мы поговорим об одном из самых важных периодов в жизни человека. Это 7,5-летний транзит Сатурна по натальной Луне, или, как принято называть, Сады-Сати. И об этом транзите написано очень много информации онлайн. Некоторые астрологи даже пугают этим периодом. И в целом даже человек, который не очень разбирается в астрологии, наверняка слышал и знает о периоде Сады-Сати. И это видео, эта тема, она запрашивалась вами уже давно. И вот, наконец-то, время пришло. Сатурн одобрил. И мы сегодня поговорим и о Сатурне, и об этом периоде, и вообще, что это за время такое. Почему для некоторых это время, которого они боятся больше всего. Это время, которое жесткое, это которое приносит боль, препятствия, страдания. А для других это время максимальных возможностей. Обо всем этом будет в этом видео, поэтому можете сразу поставить лайк, поддержать меня и, кстати, поделиться, как у вас прошел Сады-Сати в комментариях под этим видео. Или если вы не знаете, когда он у вас будет, есть или был, можете написать ваши данные рождения, и я помогу рассчитать. Во-первых, начнем с того, что такое Сады-Сати. Это 7,5-летний период транзита Сатурна по 12-му, 1-му и 2-му дому от Луны. Что это значит и как это считать? Мы смотрим на тот знак, где у вас находится Луна. Сейчас мы знаем то, что Сатурн у нас в знаке Козерога. Так вот, если у вас Луна находится в Стрельце, в Козероге или в Водолее, у вас уже идет период Сады-Сати. Сады-Сати начинается, когда Сатурн заходит в дом перед Луной, это 12-й от нее, плюс после, через 2,5 года, соединяется с самой Луной в том доме, где она стоит, и последующие, с 5 до 7,5 лет, он находится в доме после Луны, это 2-й дом после ее положения. Поэтому здесь мы смотрим не на восходящий знак, когда рассчитываем, а именно на лунный знак. Сады-Сати включается именно тогда, когда Сатурн приближается к вашей натальной Луне. И почему это именно Луна, мы тоже поговорим. И я об этом подробнее расскажу. Что важно еще понимать, почему такой длительный период. И вообще в целом, Сады-Сати, само слово сады означает половина, а сати означает 7, то есть 7,5. И именно уже в самом названии этого транзита, периода, заложена его продолжительность и то, что это такое какое-то особенное время. Как мы знаем, это время, когда мы сдаем экзамены, кармические уроки. Почему? Это время сдачи экзамена, мы тоже об этом поговорим. Сатурн из всех 7 планет является самой медленной. Ему требуется 30 лет, чтобы сделать один круг через все знаки зодиака, все 12 знаков. По сравнению с Солнцем, Солнце требуется всего лишь 1 год, потому что Солнце меняет свой знак 1 раз в месяц. Это чтобы вы понимали скорость, с которой движутся планеты. Луна, например, меняет свой знак каждые 2-2,5 дня. Вот настолько она к нам ближе всех, настолько она и быстрая. Сатурн является самой отдаленной планетой от Солнца. И это неспроста. Существует легенда в ведической мифологии, которая описывает то, что когда родился Шани, или божество, которое управляет Сатурном, он затмил Солнце своего отца, или божество Сурью, которое управляет Солнцем. И с тех пор они враждуют, сын с отцом, между собой, а Солнце не признает сына, потому что он нанес для него самый сильный удар по его эго, по его самолюбию, когда его затмил его свет. Он является царем всех планет и светил. В этой легенде очень много мудрости, очень много заложено таких глубоких истин, и я очень советую посмотреть сериал «Шани Дев». Там эта история раскрывается подробнее. И каждый человек на протяжении своей жизни проживает 2-3 периода Сады-Сати. Некоторые и 4, те, кто доживают до 100 и больше лет, такие долгожители. Поэтому этого периода, просто его бояться и не выходить из дома на протяжении 7,5 лет, это как-то глупо.
И это не оправдано. Для того, чтобы не бояться и понимать, что это за период, важно понять природу Сатурна и понять, чему он нас учит. Именно об этом мы сегодня и будем говорить. Это видео больше будет сфокусировано на природе, качествах Сатурна, легендах, которые есть вокруг Шани. И также я максимально постараюсь раскрыть суть всего происходящего в этот период. Уже в следующем видео мы будем с вами разбирать, какие результаты Сатурн, его транзит во время садесати дает в разных домах, для кого этот период сложный, для кого он полегче, и также методы гармонизации, как мы можем устранить, смягчить негативное влияние, потому что ведическая астрология прежде всего нацелена на то, чтобы мы не только осознали, в чем наши уроки, кармические проработки и свою дхарму, свою суть, но также у нас были методы, которые бы нам помогали достигать себя, этих знаний и осознаний, а не просто понимать суть вещей. Да? Мы имеем ту самую силу и ответственность контролировать, улучшать или ухудшать, в том числе нашу судьбу и влияние светил и планеты на нас. Кстати, что еще важно, это то, что именно в ведической астрологии понятие планеты в целом не существует. То есть мы когда так пишем, астрологи ведические, мы упрощаем, потому что в ведической астрологии планеты называются грахами. Граха — это захватчик ума. И когда мы строим гороскоп для каждого человека, мы именно смотрим это с позиции того, какие программы, какие энергии захватывают суть человека. Как и положительные — это его сильные стороны, это его таланты, навыки, умения, так и негативные — его слабости, к чему он будет предрасположен, какие у него будут, скажем, преклонности, да, склонности к чему, каким наслаждениям, каким видам деятельности и так далее, и над чем ему стоит работать. И садесати, так как он основан на положении Луны, соединении Сатурна с ней, Луна сама по себе является олицетворением нашего ума, в том числе мыслей, убеждений и действий, нашего подсознания. Поэтому достаточно жестко проживается этот период, потому что Сатурн, когда входит в один и тот же дом, вместе с Луной соединяется с ней, он как бы полностью убивает и раздавливает все эти убеждения и заставляет нас работать с нашими страхами и избавляться от всех иллюзий, которые есть в нашем уме. Поэтому пока мы не контролируем свой ум, пока мы пребываем в иллюзиях и не хотим видеть реальность такой, какая она есть на самом деле, этот период проживается очень жестко. И я это говорю не для того, чтобы кого-то запугать, я говорю это для того, чтобы вы поняли силу, во-первых, своего ума, и то, что все ограничения, все проблемы, они находятся в нем. И прежде всего нужно работать на уровне ума с вашими убеждениями. И уроки, которые будет нести Сатурн в садесате, вам будет их проходить намного легче, потому что вы не будете привязаны умом к каким-то результатам, не будете пытаться все контролировать, потому что Сатурн как раз и учит принятию, полной сдачи, полному служению. И существует несколько легенд, которыми я хотела бы поделиться, для того, чтобы вы немножко больше осознали и поняли природу Сатурна и его уроки. Согласно одной легенде, доблестный царь Викрамадити решил выяснить, какая из 9 планет самая главная. Мудрецы рассказывали ему про все планеты, и пришло время царю Викраме вынести свое решение. Снова и снова перебирал царь в уме все достоинства и способности планет, но не давала ему покоя мысль о жестокости Сатурна. И неожиданно он произнес: «Уж лучше совсем не иметь сына, чем такого, как Сатурн». И тут слова царя достигли слуха Сатурна. И он спустился на землю и предстал перед царем и его свитой. Все лишились речи от изумления и ужаса. Сатурн заговорил с царем: «О Викрамадитья,
ты нанес мне оскорбление перед лицом всего собрания, даже не ведая, сколь далеко простираются мои возможности. Сатурн наказал царя, и в течение 7,5 лет Викрамадитья пережил много страданий. Он лишился царства, скитался по свету, у него отрубили кисти рук и стопы. Но самое потрясающее в этой истории в конце, когда Сатурн предстал перед увечным царем и, восхитившись его терпением, предложил ему попросить, чего он хочет. Царь Викрамадитья, задыхаясь от волнения, проговорил: «О, великий владыка, ты ниспослал мне великие страдания. Так обещай же, что никогда и ни на кого ты не нашлешь больше таких бед, которые довелось пережить мне». Восхитился Сатурн благородством царя и вернул ему здоровье, красоту и царство. И сказал, что избавит от мучений в этот период тех, кто выполнит определенные правила, речь о которых пойдет ниже. Об этом мы сегодня и будем говорить. А еще также существует другой миф, который описан в книге «Величие Сатурна». Сатурн называют Дхарма-раджем. Это повелитель кармы или владыка кармы. И там он символически представлен в виде давильного пресса для отжима масла. Тем самым нам намекают, что для получения масла, олицетворяющего чистую эссенцию, суть или истинную природу, требуется разрушение внешней оболочки семени или зерна. И неудивительно то, что люди, которые переживают садхасати, обращаются и к религии, приходят в духовность, потому что именно Сатурн в свое время, в свой садхасати, заставляет нас искать внутренний стержень, смотреть вглубь себя и показывает нам непостоянную и вечно переживающую изменения материальную жизнь, на которую нельзя опереться. Это вот про то, что, во-первых, стабильности не существует, это иллюзия, то, что в этом мире все постоянно меняется и движется. Даже вы, ваши клетки меняются каждый день. Другой момент — это то, что вот это давление, эти препятствия, боль, обиды, депрессия, все, что происходит в это время, сложности, это только для того, чтобы вы смогли, скажем, сбросить те иллюзии, оковы своих убеждений, того, как что-то или кто-то должен быть, и наконец-то увидели мир таким, какой он есть, его суть, и осознали свою суть, больше не привязываясь ни к чему внешнему. Поэтому эти периоды повторяются несколько раз в жизни, потому что нас как бы проверяют снова, чтобы посмотреть, насколько мы действительно усвоили то, что мы вот прошли в тот первый или второй садхасати. Шани Дев занимает роль такого вселенского прокурора. Это вот тот самый владыка справедливости, который есть в этом мире, который воздает и наказывает согласно нашей карме, нашим поступкам. И это время, само садхасати, время получения плодов наших поступков, как и негативных, так и позитивных, потому что все основывается на том, что вы совершали в прошлом. И здесь как хорошая новость, чтобы вас подбодрить, в том, что чужого вам не дадут, и не дадут больше, чем вы можете вынести, или больше, чем нужно. Все приходит всегда по заслугам. Это вот важный закон, поэтому отрабатывать вы будете только свои собственные поступки. И сложность возникает в том, что, во-первых, у нас нет памяти у обычных людей о том, что мы совершали в прошлом. Мы часто даже в этой жизни не можем вспомнить те вещи, где мы кого-то предавали, поступали очень плохо. У нас не приходило раскаяние, покаяние, мы не осознавали своих ошибок и той боли, которую мы причиняли другим людям. Что тогда говорить о каких-то прошлых жизнях? А что, если их было десятки, сотни или тысячи? Сколько боли и страданий мы могли причинить другим? Сколько раз мы могли поступать плохо? И в то же время, сколько всего прекрасного мы могли сделать? Скольким людям мы смогли помочь, спасти, вдохновить, смотивировать, дать руку помощи,
что угодно. Мы это делали множество и множество раз. И так как этой памяти нет у обычного человека, это мы только можем, скажем, вскрыть через определенные практики. Идя в духовность, мы осознаем то, что мы приходим не один раз, и мы придем еще, скорее всего, много раз. Тогда мы начинаем реально задумываться о том, что мы делаем. Потому что мы понимаем, что каждое действие наше сегодня закладывает фундамент на наше будущее не только в этой жизни, и в следующей. И знаешь, вот иногда, когда я разговариваю с людьми, меня в последнее время несколько раз спрашивали, вот почему этот мир так несправедлив, почему некоторые люди рождаются, детки, да, больными, почему они рано умирают, или почему существуют войны, почему люди рождены изначально страдать и умирать. И на первый взгляд это действительно несправедливо, если особенно учитывать то, что вот есть только эта жизнь, и больше ничего не было до, и ничего не будет после, это очень несправедливо. Но если мы зададимся вопросом, а так ли это на самом деле, существует ли только вот эта одна жизнь, и если мы откроемся тому, что этих жизней было много, примем закон кармы, реинкарнации, и откроемся мысли того, что, возможно, то, что я не помню, это не значит, что этого не было. И было очень много плохих поступков в прошлом, те, которые влияют на мою сегодняшнюю жизнь и на мою будущую жизнь. И в этой жизни, когда я наблюдаю, как люди поступают друг с другом, сколько предательства, боли, подлости, злости, агрессии, всего происходит, мне становится страшно, как они закончат эту жизнь и кем и как они будут рождаться в следующей. Потому что чем больше я изучаю астрологию, чем больше я изучаю законы кармы, того, как работает Сатурн, как он воздает по заслугам, я понимаю, что плата всегда приходит. Она приходит по-разному, каждому. И считается, например, то, что в ведической астрологии об этом очень много говорится. Внешний вид человека, то, как он выглядит, в особенности его глаза и здоровое физическое тело, указывают на его карму. Внешний вид человека, если есть какие-то физические увечья, да, или болезни изначально прирожденные, это та карма, с которой он пришел. То есть человек не заслуживает иметь здоровое тело. И часто, особенно когда изучаешь физиогномику, хиромантию, в целом наблюдаешь за людьми, стоит посмотреть только в глаза человека и действительно увидеть его карму, ощутить ее и понять, что этот человек мог совершать в прошлом. Но это не значит то, что все настолько предопределено, и если в эту жизнь человек пришел уже изначально со сложной негативной кармой, что он не сможет ее изменить. Вот это тоже важно понять. Ее отработать важно и нужно будет. То есть просто ее проигнорировать и ничего с ней не сделать не получится. Но ее можно гармонизировать и быстрее проработать в том плане, чтобы смягчить негативные проявления, идя в служение, идя в саморазвитие, идя в духовность, в религию, опять же, идя к самому себе, не привязываясь к внешнему, к материальному. Стремление именно познать себя, свою душу, познать божественное, Бога, как угодно, но не делать, например, деньги или материальные блага своим царем и Богом. Тогда ничего не получится смягчить и проработать. Поэтому, когда ближе знакомишься с Сатурном, с ведической философией, мифологией, этот мир становится немножко более понятным. Все равно остается много вопросов, но в том, что здесь все справедливо, у меня нет сомнений. И вот, кстати, по поводу войны в книге, которую я советую многим, и тем, у кого идет садесатия, кто приходит на консультации, я ее прям высылаю и говорю: прочитай обязательно. Там сказано насчет войны. В книге говорится о том, что именно через войну Германия во время Второй мировой была пересотворена и воскресла.
Это был болезненный процесс, но в нем много свежего воздуха. Есть нечто вроде освежающего воздуха, который возникает из такого очищения. Место, которое полно конфликта и никогда не очищалось, становится очень астральным. Таким образом, свежесть приходит через боль войны. И когда люди спрашивают, почему вот если есть Бог, если Он действительно существует, почему Он не придет на землю и не наведет порядок, не остановит весь этот ужас, все, что происходит? Ответ на самом деле очень простой. Потому что в этом мире все соткано из энергий, и светлых, и темных. Эти энергии существуют не только сами по себе, они могут передаваться только через людей. То есть мы и есть те самые носители. Гениальный символ, в котором потрясающая глубина мудрости и знаний, это символ инь-ян, где одна сторона светлая, другая темная. В светлой стороне есть темное зернышко, и в темной стороне есть светлое зернышко. Это про то, что наша природа изначально дуальна. Мы несем в себе как и плохое, так и хорошее, темное и положительное. И через нас Бог и действует, эта вселенная и развивается именно через людей, через наши руки. Поэтому, если мы хотим что-то изменить или что-то прекратить, это сделать можем только мы сами, потому что мы сами это и создали. И Сатурн как раз в свой период садесати и учит этому пониманию. Он всегда учит нас брать ответственность за свою жизнь, всегда отвечать за свои поступки и слова. Как он это делает? Когда воздает нам наши плоды. И когда в нашей жизни происходят какие-то реально сложные, болезненные ситуации, мы уже начинаем задумываться, а возможно я делал что-то не так, а возможно я был неправ. И когда, скажем, эти ситуации действительно очень болезненные и сложные, тогда мы уже начинаем приходить в духовную сторону жизни. Мы уже выходим из материи, потому что материя не может облегчить эти душевные муки. Только осознавание и понимание своей сути. А еще Сатурн учит принятию и терпению. Особенно терпение, это прям его ключевое слово. Вот если можно было бы описать, наверное, это вот именно оно. Потому что планета находится изначально дальше всех остальных, она самая медленная. В нашей карте в целом, где находится Сатурн, если он еще и ретрограден, плюс те аспекты, взгляды на те сферы жизни, куда он бросает, они у нас задерживаются, там идет все не по плану. В период садесати это еще как бы усиливается, да, намного больше. Поэтому если вы не научились ждать, вы хотите, чтобы все происходило здесь, сейчас, вот с фразы «хочу все и сразу», период садесати он будет жестким, потому что Сатурн учит терпению, а вы являетесь полной противоположностью терпения и принятия. И если вам не нравится ждать, если вы хотите снова все здесь и сейчас, вы будете ждать еще дольше. Если есть вещи, к которым вы очень привязаны, например, какие-то материальные, сколько там заработать, купить дом, квартиру, машину, выйти замуж очень давно хотите, чем больше вы к этому привязаны, тем больше вы этого будете ждать. Так работает в целом энергия, и в особенности период садесати и Сатурна. Как только вы научились смирению и принятию, и смирению не в том плане, что ну ладно, не приходит и не нужно, не в бездействии, а в смирению в том, чтобы внутри глубоко осознать, если сейчас у меня этого нет, значит сейчас не время. Я продолжаю делать то, что нужно, и будь что будет. Я не привязываюсь к результату, я наслаждаюсь процессом. Это про то, что когда вы, например, занимаетесь своей деятельностью, вы отдаете полностью себя в эту деятельность. Через нее вы реализовываете свои сильные стороны, прокачиваете слабые. Через нее вы зарабатываете, получаете материальные блага, плоды вашего труда. Через нее вы учитесь самым важным качествам, которым учит нас Сатурн. Смирение, терпение, дисциплина, организованность.
И в итоге, в конце, как и в легенде с этим царем, вы получаете все то, чего вы достойны. Вот насколько вы поработали, настолько вы и получите. А если вы работали и не привязывались к результатам, а делали это искренне, от чистого сердца, полностью отдавая себя своей дхарме, своему предназначению, зная, что это ваша суть, это ваше дело жизни, тогда это почти гарантия самых максимальных достижений. Хотя слово «гарантия» вместе с Сатурном не очень подходит. Но, скажем, это и есть тот ключ к успеху. Но важно к нему тоже не привязываться. В общем, я знаю, с одной стороны, это все и сложно, и просто одновременно. И поэтому я многим советую и посмотреть сериал «Шани Дев». И да, он достаточно своеобразный, наши глаза к такому не привыкли. Вы, когда включите первую серию, поймете почему. Я тоже первые серии сидела, смотрела, что это. Но потом я настолько влюбилась во все, что там было показано, сказано. Это один из самых глубоких сериалов, которых я в целом когда-нибудь видела. Вот вместо 1000 слов, 1000 книг посмотрите сериал. Ну и, кстати, насчет книг, очень советую Парвати Кумар «Сатурн. Путь к систематическому росту». Также есть книга «Величие Сатурна» Роберт Свобода. Читая эти книги, сериалы, мифологию, изучая легенды, ведическую и астрологию, и философию, вы сможете намного больше на глубинном, прям клеточном уровне осознать, о чем это все, почему это происходит, для чего, чему вас это учит. И вот это осознание на таком глубоком уровне, его невозможно забыть, переписать. Вы будете полностью пропитаны этими знаниями, и будет намного легче и проще проходить все уроки и испытания, и в целом смотреть на этот мир и людей по-другому, с полным принятием, без осуждения, и даже понимая, почему происходят те или иные вещи. Вот это вот залог мудрости, осознанности. Поэтому очень советую. А еще супер классное место прокачать свое терпение для тех, кто любит путешествовать, изучать новые страны, культуры, это Индия. Во-первых, у нее солнечный знак находится в Козероге, то есть она изначально под Сатурном, потому что Козерогом управляет Сатурн. Именно поэтому Сатурн у нас аскет, старик, тот, кто холодный, отчужденный, да, очень далеко, медленный. Поэтому вы по самой стране уже можете увидеть влияние Сатурна. Как? Люди там достаточно медленно, размеренно живут. Плюс это обусловлено климатом. То есть в целом, да, северные страны двигаются очень быстро, и именно северные страны настроены на материализм. То есть у них очень развитая экономика. В Индии это по-другому. Кстати, север Индии и юг Индии сильно отличаются друг от друга. Одно дело, если вы поедете в Ченнай или на Гоа, другое дело, если вы поедете в Нью-Дели. Но есть места, которые материалистичные, это большие мегаполисы, есть духовные места, то есть север Индии, Ришикеш, это вот одно из таких мест в целом, да, Гималаи, и другие места, которые разбросаны по стране, в том числе вот то место, куда я езжу на юге Индии. И также мы видим это по низкому материальному благосостоянию людей. Очень присущ аскетизм, минимализм. И так как Сатурн является владыкой кармы, он наш главный учитель, тот, кто приносит плоды олицетворения справедливости, это одна из самых духовных планет, потому что она связана как со временем, так и с кармой, так и с нашими, скажем, с нашим умом, да, с убеждениями, это качество принятия, смирения. Там очень развита духовность, и до сих пор сохранились традиции, все ведические знания, именно потому что страна не пошла по материальному экономическому пути развитию, ее достаточно, скажем, законсервировали насколько могли, хотя сейчас уже влияние Запада очень сильное, там многие вещи как бы уже все меньше и меньше сохраняются в том первозданном виде. Но Индия до сих пор является тем самым местом силы, духовности для всего мира.
И находясь в этой стране, вы будете сталкиваться постоянно с тем, что все идет не по плану, что все задерживается, что все опаздывают. Если вы договорились на одно время, это не случится. То есть там что-то планировать, привязываться к времени в целом не получается. Там совсем другой ритм и темп жизни. И еще такое есть то, что в Индию многие не могут доехать по разным причинам или, приехав, должны сразу покинуть страну. Говорят о том, что Индия впускает в себя только если человек сам готов, если он созрел. И для тех, у кого, скажем, есть еще вопросы, да, с принятием, с умением ждать, с умением того, чтобы все принимать, смирение, тогда прям очень советую туда поехать, особенно в духовные места, потому что просто нахождение там, само место, обстоятельства будут складываться так, что вы сможете очень быстро пронаблюдать за своими реакциями. Если вы будете злиться, кричать, агрессировать, во-первых, местные вас не поймут. Там вообще это не принято, никто себя так не ведет. То есть мы для них такие западные человечки с приветом, когда мы начинаем так агрессировать. Там все очень спокойные, выдержанные. Опять же, я больше говорю про такие духовные места, да, паломнические. И вы начнете видеть, как вы теряете свою энергию, когда реагируете на какие-то события. Как только вы начинаете принимать все происходящее, говорите «хорошо». Само Шани, божество, которое управляет Сатурном, Шаней, Шаней, постепенно, понемножку, по чуть-чуть. Вот как только вы понимаете Шаней, Шаней, понемножку, не спешим, не торопимся, принимаем. Вот как идет, так и идет. Если сегодня так случилось, значит так нужно, значит для меня это лучше. Начинаете тренировать свое терпение, начинаете принимать события и обстоятельства. Нет зацепок за то, как должно быть, нет разочарования, потому что разочарование — это представление о том, как что-то должно быть. А представление — это иллюзия, этого не существует, это все в вашей голове. И Сатурн сам по себе — это хронос, он олицетворяет время, поэтому он и учит нас на внутреннем уровне менять свое отношение ко времени, к обстоятельствам и в целом к происходящему в жизни. Это вот его самые такие главные уроки. Далее я бы для примера хотела рассказать о том, как может пройти садхисати, поделиться своей историей. И уже, наверное, в следующем видео, потому что это получится у нас супер длинным, мы более подробно поговорим о том, какие результаты садхисати дает в разных домах, для кого он проходит более легко, более сложно. Это все смотрится по определенным показателям в карте. Мы также подведем итоги главных уроков, которым учит Сатурн и период садхисати, и методы гармонизации, как мы можем уменьшить негативное влияние, какие есть методы, ритуалы, которые действительно работают и помогают. Причем там нет никаких мистических, магических ритуалов, все достаточно практично и понятно и объяснимо. И в целом, кстати, вот астрология — это вообще не про мистику и не про магию. Как только мы начинаем изучать энергии, законы мира, законы планет, почему я и говорила, что планеты — это граха, захватчик. Когда мы их изучаем и понимаем, как они действуют на нас, исходя из их позиций в нашей карте, мы способны не только объяснить и рассказать человеку о нем самом, что им движет и почему он выбирает то или иное, совершает те или иные поступки, но мы и можем, скажем, в определенной степени прогнозировать, как он дальше будет развиваться, если он остается на том же векторе, что может быть заложено уже изначально в его судьбе, и что он может изменить и помочь ему изменить его судьбу и те события, которые могут проигрываться. И для кого-то, кто только знакомится с астрологией, когда он слышит, например, анализ своей личной карты, это кажется мистикой и магией. Как этот человек вообще может знать такие вещи обо мне? Никто об этом не знает, только я. Это все на первый взгляд. То есть астрология, она основана именно на расчетах математических, астрономических. И да, там очень много философии и духовности, которая учит нас понимать тонкие влияния энергий,
которые олицетворены, скажем, планетами, да. Именно через планеты астрология объясняет нам суть всего происходящего и снова знакомит нас с нашей природой. Причем это относится только к ведической астрологии, потому что веды или ведать — это знать, это даже древнеславянское слово, да, старославянское. Поэтому ведическая астрология — это астрология знаний, астрология, которая не только основана на планетах, небесных светилах, а которая несет в себе глубинные знания, которые помогают каждому человеку вновь как бы вспомнить, кто он, и стать творцом своей судьбы, взять за свою жизнь ответственность и менять ее в лучшую сторону, избегая, скажем, повторения тех ошибок, которые были до этого допущены, меняя свои убеждения для того, чтобы изменить вектор развития и пойти в ту сторону, где есть потенциал, в ту сторону, где есть сила. У меня, например, в Садысате заканчивается, это мой второй Садысати, и в первой части он у меня начался с 5-го дома гороскопа. В это время я активно обучалась, получила хорошую, такую престижную государственную работу, и в это время встретила будущего мужа, вернее, с ним начались отношения. После 2,5 лет этого транзита Сатурн соединился с моей Луной в 6-м доме. В это время, кстати, вот Сатурн с Луной, он может давать переезды, иммиграцию, разлука с мамой или какие-то события в ее жизни. В это время я как раз и уехала из родительского дома. Я уехала в путешествие, которое еще как бы до сих пор продолжается, из которого я не вернулась и не собираюсь. Вот, так проигралась, да, разлука с мамой, то есть с родителями на расстоянии уже почти 5 лет, пока продолжается в Садысате. Далее, 6-й дом — это также работа, обязанности, быт. Во-первых, в это время я начала жить с мужем, поэтому у меня появились обязанности именно бытовые, рабочие. Уже в этот транзит я получила, так как уехала, получила новую работу. Она была в целом по моей специальности, и эта работа была моей мечты. Я даже о таком не могла представить, если честно, потому что она приносила не только удовлетворение, она приносила очень много возможностей, материальных благ, возможность путешествовать. Я летала по миру, работала удаленно. И в целом для меня это было прям благословением. Я думала, что такого не бывает. А уже последний его транзит, когда Сатурн зашел в мой 7-й дом, это вот когда Сатурн в Козероге, да, его транзит с января 2020 года и до января 2023. Мы знаем, кстати, что вот последний год Сатурн находился в Козероге, потом переходил в Водолей, потом был ретроградным, сейчас он опять в Козероге. Ну так вот, Садысати закончится только когда Сатурн окончательно выйдет из Козерога и перейдет в новый знак Водолея, то есть это 23-й год, январь. И в 7-м доме, 7-й дом тоже связан с путешествиями, с эмиграцией, с бизнесом, с отношения с окружающими людьми, брак, партнерство. В это время я начала свой собственный проект, я начала свою деятельность как астролога, как коуча, я нашла свое предназначение, я смогла соединить все то, что я любила, что активно изучала, что мне нравилось, меня питало с моей деятельностью. Вот, плоды этого вы видите в этом видео, да, на моем блоге, то, чем я занимаюсь. Также это было много путешествий, начала ездить в Индию, паломничество. В это время очень сильно изменилось окружение, отношения в целом с людьми. Также этот транзит дал мне новое место проживания, то есть у меня в путешествии, которое длится 5 лет, случилась еще и иммиграция. Та страна, где я сейчас живу, мне здесь сейчас очень хорошо, я ее выбрала осознанно, но, мне кажется, выбрала она меня. И здесь, то есть я нашла свой дом вот в своем путешествии, и в этом доме у меня появился свой собственный дом. Поэтому Сатурн в этом доме может дать недвижимость в том числе. И уже как вишенка на торте, во время этого транзита я развелась. И как бы ужасно, да, трагично это не было, но это стало самым главным уроком для меня.
Почему? Потому что, во-первых, Сатурн и его природа, он разрушает все иллюзии и сжигает все временное. Поэтому в данные отношения они закончились именно в этот транзит. Так было нужно, но именно этот человек, именно эти отношения привели меня к себе, к моей дхарме. Я смогла в это время заглянуть в лицо всем своим страхам, буквально лицом к лицу, понять, в чем были мои неуверенности, неудовлетворенности, такие внутренние, глобальные, когда на внешнем плане все вроде бы супер, замечательно, нет повода для того, чтобы не радоваться, а внутри ощущение совсем другое. Вот эту задачку я смогла решить именно в садхисати, до сих пор прохожу, до сих пор осознаю. То есть это не какой-то завершенный процесс, который, да, одним днем происходит. Это то, что раскрывается постепенно. И в данной ситуации, да, по поводу отношений у меня был выбор, то есть выбор всегда за человеком. Отношения просто так не прекращаются. Был выбор или же оставаться, оставить все как есть, бояться, но жить дальше, пребывать в определенной иллюзии, или навсегда избавиться от этой иллюзии, открыть в себе силу, мужество и осознать свою природу, осознать свою целостность, наконец-то приобрести ее. Поэтому я из личного опыта могу сказать то, что для меня мой второй садхисати является самым лучшим периодом в моей жизни, вот за то время, за которое я живу. Я бы ни за что не променяла эти уроки, ни за что за них не отказалась. И да, у некоторых уроков очень высокая плата, но ты теряешь многие вещи, ты приобретаешь многие вещи. Но сейчас я могу сказать, что на самом деле я ничего не теряла. И чтобы это понять, наверное, нужно пройти садхисати. Нужно... Ну вот мне это заняло 7 лет. И я до сих пор нахожусь в осознавании, в принятии того, что все сложилось настолько лучшим образом для меня, что я даже это и не могла представить. Вот иногда эти осознавания даже больше, чем мы как будто бы можем вместить. И требуется время для того, чтобы они действительно в нас как-то укоренились, чтобы мы смогли понять, в чем же было это благословение и именно для чего были посланы эти уроки. И я рассказываю эту историю не для того, чтобы там напугать тем, что если у вас тоже Сатурн по 7-му дому, садхисати, вы там разведетесь или разойдетесь. Вообще цель не в этом. Цель в том, чтобы вот поделиться историей живого человека, у которого произошли многие события за определенный период, и человек, который вот может связать, как садхисати именно связан с той или иной сферой, с теми событиями. На моем примере вы можете видеть, таких примеров миллион причем, да, то есть вот я делюсь просто своей историей, но я жду вашей истории на самом деле, чтобы вы в комментариях рассказали, как у вас этот садхисати проходит. Потому что в этот период не только плохое происходит, здесь это не только период боли, страданий, разочарований, очень много всего происходит хорошего, настолько большего, чем то негативное, что это иногда даже сложно описать словами. Причем это не только на материальном уровне какие-то достижения и блага, это на внутреннем уровне в первую очередь то, как мы созреваем, какими мы становимся, какую силу мы в себе открываем и как мы учимся через вот качество Сатурна вообще воспринимать себя, этот мир и избавляться от иллюзий. Больше не страшно. Вот честно, этого страха какого-то, который был раньше, сопровождал меня долго, не по поводу садхисати, а по поводу каких-то вещей, ситуаций, которые могут случиться или проиграться в моей жизни, уже не страшно. Прошла, прожила, все можно прожить и пройти. Главное — это выводы, которые вы сделаете и кем вы станете после. Потому что очень легко после боли, которая может произойти в это время, уйти в негатив, уйти в ненависть, начать мстить, делать так же, отвечать тем же и сказать, что этот мир несправедливый, все здесь ужасно, и люди тоже какие-то все ужасные. А можно через
всю эту боль, очиститься, прийти к своей силе, понять, кто ты есть, понять задумку всего происходящего и насколько прекрасен этот мир, и сколько здесь помимо каких-то плохих вещей существует хороших, и понять то, что не бывает хорошего без плохого. Вот если бы мне не было бы так больно тогда, сейчас бы не было бы так хорошо. Понимаешь? Для этого это только можно пройти. Мы эти знания можем передавать друг другу, поддерживать, рассказывать, как это было у нас, прочитать в книгах, посмотреть вот в сериалах, в фильмах, да, ведических. Но прям истинное, глубокое знание только приходит, когда мы это проживаем. Именно поэтому невозможно передать свою карму по наследству или подарить, пройди за меня что-то. Нет, каждый это должен пройти сам. Причем все проходят по-разному, и не все делают выводы в первый раз. Поэтому экзаменов несколько, да, как я и сказала. Мы каждый проживаем 2-3 садысати за нашу жизнь. Я надеюсь, что этим видео я вас немножко хотя бы вдохновила на то, чтобы не бояться этого периода, на то, чтобы изучить больше и глубже природу Сатурна, Садысати, проделать такую домашнюю и внутреннюю работу. И уже в следующем видео мы будем более, скажем, разбирать такие технические моменты самого транзита и окунаться в такие подробности и детали. Это видео, оно было нужно. Мне хотелось рассказать, вот именно передать эту энергию, эту мудрость, эту глубину, которая кроется за самим периодом Садысати. И мне кажется, я о Сатурне и о Садысати могу говорить вечно. И даже записывая это видео, я не вижу, сколько уже проходит времени, но понимаю, что уже много, но я не рассказала даже нескольких процентов от того, что хотела рассказать, и о том, что можно рассказать по этой теме. И много есть интересных вещей, которыми хотела бы поделиться, историй, ситуаций, учений разных из книг, напутствий. Поэтому, если хотите продолжение, глубже изучать, тоже дайте мне знать, покажите, что вам это нужно, скажите, если это вам нужно. И мы тогда будем продолжать тему Сатурна и его самого интересного периода. Спасибо, мои хорошие, до скорой встречи. Пока.